У меня для вас вопрос. Какого моба вы представляете, когда слышите о Майнкрафте? Ладно, на самом деле я уверен, что у большинства ответ будет разниться. Однако не сомневаюсь, что наибольший процент из вас, конечно же, подумал о зомби. Зомби уже давно стал своего рода визитной карточкой Майнкрафта. Однако давайте признаем, что на данный момент зомби является довольно однотипным мобом, которого уже очень давно не затрагивали глобальные изменения. Я решил хоть немного исправить эту проблему, поэтому в сегодняшнем ролике мы посмотрим на 3 мода, которые лично я считаю лучшими модами на зомби для версии Майнкрафта 1.19.2 и выше. Открывает сегодняшнюю троицу мод под названием Ryan's Zombies. Из всех присутствующих в ролике модов этот самый новый. Этот мод идеально подойдет для тех, кому нравятся проекты наподобие Left 4 Dead. Он добавляет новые виды зомби, разделяющиеся по классам, как в ранее упомянутом лофтаче. Первый вид зомби это Брут или же зомби класса Танк. Думаю, по внешнему виду и так понятно, что без хорошего снаряжения к нему лучше не подходить. Блистер это второй вид зомби, который является разновидностью обычного зомби, но в отличие от него намного быстрее и сильнее. Также не могу не отметить, что внешний вид этого типа явно вдохновлялся Щелкуном из The Last of Us. И это очень хорошее решение, ведь при виде этого зомби начинаешь задумываться, а стоит ли вообще нападать. Следующий вид зомби заставляет внимательно осматривать местность, ведь в зоне с высокой травой заметить его будет довольно проблематично. Если ему все-таки удастся застать вас врасплох, то самым тупым решением будет строиться вверх, ведь как и паук, этот зомби тоже умеет ползать по стенам. Последний вид зомби чем-то похож на Брута, но отличает его то, что при виде игрока он начинает плеваться слизью. Реализовано это, конечно, не особо качественно, но тем не менее радует, что среди мобов есть ощутимая разница. Мод Zombie Awareness уже фигурировал в одном из моих прошлых видео, однако это не меняет того факта, что этот мод по-прежнему является одним из самых полезных. Главное, что делает этот мод, наделяет зомби своего рода инстинктами. Иногда они будут бродить по миру, попутно собираясь в небольшие орды, что само собой значительно усложнит процесс выживания. Однако это далеко не все, ведь благодаря инстинктам зомби научились реагировать на окружение. Так, например, любой звук, как, например, копание или открывание сундуков, имеет шанс привлечь их внимание. Помимо звука, зомби также привлекает свет, поэтому активно использовать факелы не особо целесообразно. Если вы, конечно, не мастер боевых искусств, что маловероятно. Если имеющиеся нововведения уже кажутся кому-то перебором, то я могу отметить, что это еще не все. Последний фактор, на который реагируют зомби, это запах крови. При тяжелом повреждении игрок начинает истекать кровью, что само собой приведет толпу мертвецов прямо к нему. Последний мод в сегодняшнем видео из всей троицы мне понравился больше всего. А все потому, что спор-мод приносит концепцию грибкового вируса из Last of Us прямиком в Майнкрафт. По правде говоря, я давно искал что-то подобное, но, к сожалению, натыкался лишь на моды для Pocket Edition. В отличие от Last of Us, инфекция в этом моде именуется не кардицепсной, а мицелийной. В моде существует довольно много способов передачи инфекции. Например, самый частый способ – это напрямую заразиться от инфицированного моба. Однако, помимо этого, в мире можно найти сами грибы или останки инфицированного моба. Периодически они будут выпускать споры вокруг себя, заражая как игрока, так и других мобов, как, например, того же жителя. Именно поэтому я советую скрафтить противогаз как можно быстрее. А если противогаза у вас все-таки не оказалось, то, скорее всего, в ближайшее время вы умрете от эффекта под названием мицелийная инфекция. После смерти вы автоматически заменитесь на зомби, который даже будет носить ваш ник. Сам же зомби, как и в Last of Us, может мутировать. И если в игре инфицированный мутировал со временем, то здесь стадия инфекции зависит от того, сколько мобов или игроков убил определенный инфицированный. В моде довольно много вариаций инфицированных, как, например, обычный инфицированный житель и даже сталкер, отчасти вдохновленный все тем же Щелкуном. Очень приятно, что мод насыщен не только мобами, но и различными инструментами и рецептами. Я мог бы еще очень долго рассказывать про его наполнение, но сами понимаете, сегодняшнее видео не об этом. Опять-таки повторюсь, что я подбирал только те моды, которые присутствуют на 1.19.2 и непосредственно влияют на самих зомби и их поведение. Поэтому нет смысла писать мне о каких-нибудь модах на оружие или выживание. О них мы поговорим как-нибудь в другой раз. Для вашего удобства ссылки на все моды я оставил в описании. Надеюсь, что вам зашло сегодняшнее видео, и вы обязательно поделитесь им со своими друзьями. А в этом году я обещаю...